Мира не будет, только оружие, деньги и новые санкции. Склады маркетплейсов горят один за другим, Украина бьет по России. Американцы ставят крест на Киеве, Россия побеждает, Украина обречена. Выборов не будет, Зеленский боится не фронта, а потерять кресло. Всем привет! На календаре 26 августа. Коротко о самом важном. Больше новостей в Телеграме, ссылка под видео. Лайк, подписка и начинаем. В Киеве прошла совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и президента Эстонии Алара Кариса. И по сути все свелось к привычному сценарию. Больше оружия, больше денег на украинский ОПК, новые санкции против Москвы и ни единого слова о мире. Тему урегулирования как будто вычеркнули из повестки заранее. Зеленский сделал упор на оборонное сотрудничество и подписанное соглашение по беспилотникам. Я благодарен Эстонии за достигнутый уровень нашего сотрудничества, за неизменную принципиальность в оценках российской агрессии и в совместных европейских действиях по защите. Эстония оказывает нам военную помощь. Мы поддерживаем друг друга в вопросах безопасности. У нас есть формат Drone Deal. Мы подписали его, что позволяет нам делиться опытом защиты с вашей страной, с Эстонией. Безусловно, важно ускорить эту работу с Эстонией и странами Балтии в рамках Drone Deal. Карис в ответ отчитался о миллиардах, которые Таллин уже влил в Киев, и призвал крупные страны Европы брать пример. Эстония будет помогать Украине. С начала российской агрессии мы оказали Украине помощь на миллиарды евро, что составляет примерно 0,25% от нашего ВВП. Надеюсь, что этим мы подали пример другим крупным странам. Но мы используем все имеющиеся у нас дипломатические механизмы. Тут важен нюанс. Эстония – страна маленькая, и ее вклад в процентах от ВВП звучит красиво. Но за этой цифрой скрывается другой сигнал. Таллин фактически подталкивает больших игроков раскошеливаться сильнее. По сути, роль Кариса на этой встрече – не помощь, а давление на союзников через собственный пример. Большая часть выступлений снова про санкции. Никаких дипломатических развязок, никаких альтернатив. Только давление и еще раз давление. Вместе с нашими соседями мы усиливаем давление на агрессора с помощью санкций, а также путем введения вторичных санкций в отношении российских энергоносителей и других элементов вооруженных сил. Россия и другие элементы должны попасть под санкции. Зеленский эту линию поддержал и попросил Таллин и дальше уговаривать европейских партнеров закручивать гайки. Важно, чтобы Эстония и дальше поддерживала все необходимые санкции против России и помогала нам убеждать других в том, что санкции должны работать и должны усиливаться в отношении агрессора до тех пор, пока война не закончится. Я уверен, что Эстония и дальше будет принципиальным голосом в поддержку Украины в ЕС и НАТО. А вот дальше самое интересное. На сессии вопросов журналист спросил прямо, готова ли Украина отправить своих бойцов с боевым опытом на защиту Эстонии, если что. Зеленский начал издалека, про передачу технологий и опыта. Но тут неожиданно за него вступился сам Карис и сказал то, от чего у многих поднялись брови. По его словам, 7 из 10 украинцев якобы готовы ехать защищать эстонские рубежи. И это в разгар мобилизации, когда бойцов не хватает на собственном фронте. Вы правда верите, что люди, которые пытаются сбежать из страны и войны, рвутся еще и защищать Эстонию? Мне кажется, это очередные сказки. Заявление прозвучало настолько мимо реальности, что скепсис вызвало мгновенно. Одно дело красивые цифры с трибуны, другое то, что происходит на земле, где людей ищут для отправки на передовую в своей же стране. Разрыв между картинкой из Киева и реальностью – вот что бросается в глаза сильнее всего. На логистическом центре Wildberries вспыхнул крупный пожар. По предварительным данным, после удара украинских беспилотников. 40 тысяч квадратных метров огня, дым на полгорода. Но это не разовый инцидент. С середины июля 2026 года дроны бьют по логистике российских маркетплейсов методично, по одной схеме. Итог: из 10 крупнейших хабов рынка выведены из строя 7. Сумма сгоревшего товара – 480 миллиардов рублей. Почти 500 миллиона. И это не боеприпасы, а вещи, которые люди заказали и оплатили. Схема повторяется и в целях. Сначала Wildberries, а 22 августа под удар попал Озон, второй гигант рынка. 2 крупнейших маркетплейса страны за короткий срок. А значит, выбор целей не случайен. Кто-то заранее знает, куда бить для громкого эффекта. И вот здесь начинается интересное. Склад маркетплейса – не военный объект. Там нет ни техники, ни солдат, ни арсеналов. Зато есть то, чего нет у настоящих военных целей. Он горит эффектно.
Огромное здание, тонны упаковки, столб дыма до неба – идеальная картинка для вечерних сводок и лент в соцсетях, где репосты идут на тысячи. Интересно получается, почему о разбитых складах трубят громко, а о положении на передовой Зеленский предпочитает молчать? Настоящую ПВО или аэродром прикрывают, по ним попасть трудно, а ответка может прилететь мгновенно. Гражданский склад беззащитен и не стреляет в ответ. Риск минимальный, эффект максимальный. Дешевый способ отчитаться о громкой победе. Вот в чем расчет. Не выбить военную машину, это дронами по складам не делается, а показать красивый кадр. Своим, чтобы держать боевой дух. Западным спонсорам, чтобы деньги шли дальше. А платит за этот пиар обычный человек. Продавец, оставшийся без выручки, и покупатель, чей заказ превратился в пепел. Война на фронте от этих ударов не сдвигается ни на метр, зато отчет получается ярким. А теперь взгляд с той стороны. На Западе все чаще признают вслух то, о чем в Киеве предпочитают молчать. Положение Украины критическое. Страна давно живет на полном обеспечении Запада. Деньги, оружие, снаряды. Но и этих объемов уже не хватает, чтобы закрыть дыры на фронте и перекрыть базовые потребности армии. И говорит это не российский эксперт. Джон Мершаймер, американский политолог, профессор Чикагского университета. Человек, которого при всем желании не заподозришь в симпатиях к Москве. И он прямо называет ситуацию на фронте выигрышной для России, указывая на ее постоянное продвижение и катастрофическое истощение ресурсов Киева. И, конечно, если посмотреть на то, что происходит на поле боя, то русские добиваются стабильного прогресса. Конечно, прогресс медленный, но стабильный. И украинцы практически ничего не могут сделать, чтобы исправить ситуацию. Более того, они сейчас призывают женщин, потому что отчаянно пытаются пополнить ряды на передовой. Но это не решит проблему. Они обречены на поражение на поле боя. Обратите внимание на деталь, которую он подчеркивает – мобилизация женщин. Это не про силу, это про отчаяние, когда людей на передовой уже не хватает. Дальше еще жестче. Киеву годами обещали бесконечную поддержку ради поражения Москвы. Но за красивыми словами не оказалось ни плана, ни просчитанной стратегии. И вот тут Мершаймер задает вопрос, от которого становится не по себе. А что было бы, если бы Запад действительно добился своей цели? Мы все это время пытались нанести русским крупное поражение на Украине, разрушить их экономику и вычеркнуть их из списка великих держав планеты. Такова была наша цель. Мы действительно хотели нанести России огромный ущерб. Вопрос, который вы должны себе задать: какой была бы реакция России, если бы мы добились успеха? Я думаю, это привело бы к очень неприятной ситуации. И я бы ничуть не удивился, если бы при таком сценарии, который, к счастью, не реализовался, русские применили ядерное оружие. Так что нужно быть очень осторожными и не подталкивать страны к краю пропасти, когда у них есть возможность нанести ответный удар. Он честно признает, реакция загнанной в угол ядерной державы могла бы обернуться катастрофой. По сути, западные кураторы играли с огнем, не думая о последствиях. А расплачивается за эту игру Украина. Каждая попытка ударить вглубь России оборачивается жестким ответом по ключевой инфраструктуре, по тому, на чем держится вся экономика страны. Мершаймер прямо говорит, как только Москва сняла перчатки и взялась за порты и Причерноморье, украинскую экономику можно попросту задушить. Я думаю, что как только они решили отказаться от тактики точечных ударов и начали бомбить объекты в Черном море, такие города, как Одесса, и фактически перекрыли все. Украинские порты на Черном море. Я думаю, они поняли, что достигли точки, когда могут по-настоящему задушить украинскую экономику, что окажет серьезное влияние на ход боевых действий. И вывод напрашивается тяжелый. В итоге, по логике самого Запада, Украина рискует остаться разрушенным обрубком государства, без территорий, без ресурсов, растратив все ради чужих геополитических интересов. И предупреждают об этом не в Москве, а в самом сердце западной академической мысли. И напоследок про выборы, которых не будет. Формальная причина известна. Конфликт продолжается, введено военное положение, а при нем президентские выборы провести нельзя. Казалось бы, все логично. Но давайте копнем глубже. Ведь еще недавно сам Зеленский допускал разговор о том, чтобы поправить законы и выборы все-таки провести. А теперь резкий разворот.
Любые предложения на этот счет он отвергает категорически. Что же изменилось? А изменилось вот что. Соцопросы больше не гарантируют ему победу. И картина сразу складывается. Пока рейтинг был высоким, о выборах можно было рассуждать смело. Стоило цифрам поплыть, тема моментально стала неудобной. При этом сам Зеленский раньше не скрывал, что подумывает о втором сроке. И вот вопрос. Если человек так уверен в своей поддержке, почему он так боится дать людям проголосовать? Но главная головная боль для него не опросы. Это коррупционные скандалы, которые сотрясают Украину один за другим. Формально он отреагировал, провел кадровые перестановки, которые вроде бы должны укрепить его позиции. Только вот незадача. Чем дальше, тем громче звучит другой вопрос. А какова личная ответственность самого президента за то, что творит его окружение? И тут показателен свежий опрос. В рейтинге доверия Зеленский занимает лишь 6-е место. На вершине Валерий Залужный, бывший главком. Следом идет Михаил Федоров. Для действующего президента в военное время, когда власть, по идее, должна консолидироваться вокруг лидера, это очень тревожный сигнал. Люди отдают предпочтение другим. Тем, кто с фронтом и армией, у них ассоциируется напрямую. По сути, вся конструкция держится на одном. Пока нет выборов, нет и неудобного разговора об ответственности. А коррупционный скандал тем временем расползается все шире. Всплывают все новые имена, и последствия для Зеленского могут оказаться крайне неприятными. Военное положение здесь – удобная ширма, за которой куда спокойнее пересидеть бурю и не отвечать на неудобные вопросы избирателей. Итак, давайте подведем итоги за сегодня. Эстонский президент прилетел в Киев, и вместо мира снова дроны, деньги и санкции. А под занавес обещание, что украинцы поедут защищать еще и чужие границы. В тылу России один за другим полыхают склады маркетплейсов. Красивая картинка для отчетов на Запад. Из Чикаго профессор Мершаймер ставит диагноз: Россия идет вперед, у Киева ни плана, ни ресурсов, ни шанса. А сам Зеленский тем временем отказывает в выборах. Не из-за фронта, а из-за рейтингов и коррупции, что подбирается все ближе к его креслу. В итоге получается, что громких слов и красивых кадров все больше, а реальных поводов для мира все меньше. А вы что обо всем этом думаете? Пишите в комментарии, я все читаю. Лайк и подписка – лучшая поддержка для канала. Еще больше в моем телеграме, ссылка под видео. С вами был Медиашот, скоро вернусь. Всем пока.